Сложно было представить более позорное возвращение в Россию для известного певца Валерия Шатаевича Меладзе. Вчера вечером в Шереметьево певца никто не встречал, кроме его родной супруги. Еще несколько недель назад Меладзе делал громкие заявления против российских властей и в конце концов с позором покинул родину. Однако жизнь на чужбине во Франции не принесла счастья известному исполнителю и его брату Константину. Несколько дней назад стало известно, что вся недвижимость Валерия Меладзе была арестована во Франции в связи с неуплатой налогов. В связи со скандальной ситуацией Валерий Меладзе был срочно депортирован обратно в Россию. Однако то, что сегодня случилось в городе Москва, заставило Валерия Меладзе в корне пересмотреть свои дальнейшие творческие планы. Меладзе заявил, что подобного отношения к себе он еще не испытывал в своей творческой карьере. Сегодня Валерия Шатаевича исключили из членов жюри крупного московского музыкального конкурса. Однако за одной бедой последовала и другая напасть. У Меладзе были отменены концерты в 4 центральных городах России. Причина отмены выступлений – невостребованность концертов Меладзе. Жители Москвы, Санкт-Петербурга, Омска и Уфы стали сдавать билеты обратно и отказались посещать концерты Валерия Меладзе. Узнав об этом, Валерий Шатаевич шокировал прессу скандальным заявлением: «Я не буду навязываться зрителям, коли народ не любит мое творчество. Однако для себя я все решил. Я заканчиваю музыкальную карьеру и покидаю большую сцену». Стало известно, что в связи с последними событиями Валерий Меладзе закрыл все свои музыкальные проекты и в скором времени собирается переехать в Грузию. Также Меладзе рассказал о своих дальнейших профессиональных планах. Валерий Шатаевич имеет 2 высших образования по специальности финансист и химик. В будущем Меладзе намерен посвятить свою жизнь разработке химических удобрений. На вопрос прессы, не останется ли он без заработка, Меладзе заявил, что у него с братом в Грузии есть 2 винных завода. В заключении интервью музыкант констатировал: «Да, голодать не буду, деньги есть. Хотя, конечно, обидно, что пришлось так внезапно закончить музыкальную карьеру».